Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся в новое приключение по северу Мексики, штат Дуранго. В этом выпуске вы увидите невероятные национальные парки, места съемок известнейших вестернов, а также грандиозные каньоны этого региона. Итак, вперед! Поехали! За 2 недели мы проехали больше 1500 километров через штаты Дуранго и Чиуауа, почти добравшись до самой границы США. А еще именно этот штат подарил миру крошечных, но легендарных собачек Чихуахуа. Смотрим, не забываем подписываться и ставить лайки. После города Текила мы отправились дальше, и первым на нашем пути оказался кемпинг, расположенный прямо на берегу озера в кратере потухшего вулкана. Место оказалось удивительно живописным. Зеленая территория утопает в манговых деревьях. Мы даже собрали несколько спелых плодов с собой в дорогу. Может показаться, что мы часто останавливаемся на кемпингах, но на самом деле это не так. Мы заезжаем на кемпинг раз в 3-4 дня и обычно выбираем такие места, которые популярны среди путешественников, где можно пообщаться с интересными людьми, обменяться опытом, ну и, конечно, зарядить батареи в прямом и переносном смысле, перевести дух. А еще в этом кемпинге мы решили попробовать порыбачить. Правда, безуспешно. Видимо, рыба была не в настроении. Плодовитая дорога на нашем пути за 2 года. Смотри, что там взяла. Джекфруты. Джекфруты такие как Вот мы только что купили один за $1,5, огромный спелый. Это мы еще не купили за 2 с копейками. Там вообще невозможно поднять. Неподъемный. А здесь просто лес манговых деревьев. Нескончаемый, уже 2-й час. Вот так тут растут личи вдоль дороги. Сейчас попробуем, как они на вкус. Тут же растут черемои на дереве. Вот они лежат, большие. Дальше мы двинулись к Тихому океану, и все это время вокруг нас простирался бескрайний манговый лес. Плантации тянулись до самого горизонта, а в тени деревьев трудолюбивые мексиканцы аккуратно собирали сочные и спелые манго. Мы приехали в Мазатлан, город на берегу Тихого океана, откуда планировали отправиться на пароме в Нижнюю Калифорнию. Но жара здесь была такой, что даже чайки выглядели уставшими. В итоге решили изменить планы и снова двинуться в сторону гор, где прохладнее. Но перед этим проехали по городу, заглянули на набережную и, конечно, зашли на рынок. Тут можно купить свежайшую рыбу и морепродукты. Также мы впервые попробовали здесь копченого тунца. Это было настолько вкусно, что мы, не раздумывая, купили с собой килограмм. Когда узнали, что паром до Бахи, Калифорнии стоит больше $1000, решили ехать туда другим путем. Тем более, что сейчас там жара, не сезон и даже киты уплыли в отпуск. Чтобы добраться до следующего места в горах, нужно было выбрать маршрут – быстрый платный автобан или бесплатный горный серпантин. Мы, как люди неторопливые, сначала хотели поехать по обычной дороге,
но, почитав отзывы, узнали, что там есть несколько участков, где можно случайно поймать шальную пулю. Мы решили не проверять свою удачу и ничего не ловить, поэтому выбрали автобан. И знаете что? Он оказался не только безопасным, но и с потрясающими видами. И вот мы добрались до намеченной точки – национального парка. Он удивил нас своей атмосферой. Природа здесь больше напоминала Северную Норвегию, чем Мексику. А когда на горизонте показались деревянные домики, словно на финских открытках, мы и вовсе на минуту подумали, что оказались где-то в Финляндии. Национальный парк Мексикилло – одно из самых необычных мест Мексики, расположенное в горах Сьерра-Мадре в Дуранго на высоте 2500 метров. Здесь прохладный климат. Летом температура редко поднимается выше 20 градусов, а зимой возможны заморозки и даже снег. Сад камней – это магическое место с гигантскими округлыми каменными образованиями, созданными ветром и водой миллионы лет назад. Некоторые скалы напоминают сюрреалистичные скульптуры, а на их поверхности можно найти окаменелые ракушки, свидетельство того, что территория когда-то была дном океана. В парке есть несколько водопадов, самый известный из которых Мексикилло Waterfall, высотой более 20 метров. Он особенно полноводен после сезона дождей – июнь-сентябрь. В парке сохранилось 8 незавершенных тоннелей, построенных в начале 20 века для железной дороги, которая должна была соединить Мазатлан и Дуранго. Проект забросили в 40-х годах, но тоннели стали туристическим объектом. Название Мексикилло «Маленький Мехико» происходит от лагеря инженеров из Мехико, работавших на этом проекте. Леса парка состоят из сосен и дубов. Здесь живут олени, пумы, а также разнообразные птицы. В августе проходит фестиваль грибов. В 1981 году сад камней стал локацией для съемок фильма «Пещерный человек» с Ринго Старром. Встретили вот такого провожатого. Перу. Нам 3 километра идти. Показывает дорогу. Вот Вперед. так, побежит. Его зовут Перу. Пережидаем дождь дружно все. Ну, уже сейчас пойдем, наверное, да? Мокрые все. Пойдем. Итак, друзья, мы вчера приехали в этот замечательный национальный парк Мексикилло. Заехали случайно, был по дороге, оказалось дивное место. Таких мы еще не встречали. Здесь действительно необычно. Остались еще на одну ночь, так как здесь очень тихо и приятная температура, спать прямо комфортно. Плюс 12, правда, было ночью, но мы не замерзли совсем. Сегодня сменили немножко дислокацию, так как мы были у камней, а сейчас передвинулись ближе к озеру. Здесь небольшое каменистое озеро, везде вот такие корявые елки стоят. Природа необычная. Сегодня были туристы местные, их привозят сюда по выходным. Но завтра понедельник, и уже, я думаю, мы здесь останемся вообще одни. Парк довольно-таки большой, 3 километра диаметром. Мы сегодня обошли, сделали небольшой маршрут, часа на 2 ходили по разным тропам. Нам сказали, что здесь, в принципе, грибные места, но грибы появятся не раньше, чем через 2 недели. Поэтому, к сожалению, мы их не насобираем. Вот. Завтра двинемся дальше, в соседний город. Мы там останемся на ночь и поедем потом вообще прекрасные места. Местные Гранд Каньоны. Вот. Так что до завтра. Пока. Ну вот, решили разделать джекфрукт и разложить его по коробочкам. Вкусный, сладкий. Стол не брали, потому что очень липкий. Да, липкие плоды решили разделать на камне. Ну, мелкие они почему-то. На Бали были покрупнее вот эти желтые ядра. Вот. Оля разделывает этот диковинный фрукт.
такими большими косточками. Сам плод, вот этот желтый, сладкая часть, мы их сейчас все повыковыриваем и сложим в баночку. Это чудо нам обошлось в $1,5. Вот. Почти даром. А за 2,5 можно было взять вообще гигантский какой-то неподъемный. А теперь запускаем дрон. Смотрите, как этот парк раскрывается сверху и впечатляет своими размерами. Два дня пролетели незаметно, и теперь нам с сожалением приходится покидать это удивительное место, потому что дорога зовет нас дальше. Приехали в место, где снимали американские вестерны. Сейчас мы переночуем в каньоне, а завтра пойдем смотреть эти сооружения для съемок. И вот дорога привела нас на ранчо Джона Уэйна, место, где сразу чувствуешь атмосферу Дикого Запада и киношных историй. Мы остались здесь с ночевкой прямо в каньоне. Ночью было так тихо, что казалось, время остановилось. Утром мы пошли гулять по каньону. Солнце только вставало и подсвечивало скалы золотым и красным светом. Выглядело просто невероятно. Там чувствуешь, какая природа сильная и живая. Идешь по тропе, и реально кажется, что вот-вот из-за поворота выйдет ковбой, покажется отряд индейцев или повозка переселенцев. Настоящее ощущение, будто попал в старый фильм. Вот моя амазонка пришла. Наконец-то. Теперь можно искупаться в этой дивной лагуне. Какого она цвета янтаря. Видишь, как вода там просачивается? Дуранго, видишь, написано. Ну что, мы находимся на месте съемок вестернов. Вперед! Вот место, где снимался другой фильм. Кто смотрел? Этот город слишком мал для нас двоих, детка. Итак, мы на съемочной площадке, где создавались легендарные вестерны. Декорации сохранились. Деревянные салуны, пыльные улочки, конюшни и маленькая церковь. Все это когда-то было фоном для знаменитых перестрелок, скачек и погонь. Здесь снимался сам Джон Уэйн, культовый актер, чье имя стало символом американского вестерна. Его фильмы подарили зрителям образ ковбоя, сильного, сурового, но справедливого. Говорят, Джон Уэйн особенно любил эти места за их красоту и аутентичность. Здесь не нужны были искусственные декорации, природа сама создавала идеальный антураж для кино. И самое удивительное, что в этом месте кино и реальность переплетаются. Дикая природа каньона и старые декорации сливаются в единый мир, в котором легко потерять счет времени. Вдохновившись атмосферой, мы не удержались, и вот что получилось.
Камера, мотор, идет съемка, тишина на площадке. Начали. Эй, бармен, налей мне что-нибудь покрепче, чтобы усы зашевелились. Что будешь, чужак? Что-нибудь, что не убьет сразу. Остальное не важно. В фильме снимались ковбой Джек, стреляет быстро, до всегда Биба, хозяйка трактира Додя Лупита, ее булочки опаснее Динамита, а также другие. Следующая наша остановка оказалась далеко в горах, в небольшом городке Гуачочи. Мы зашли выпить кофе с десертом и случайно познакомились с хозяином заведения, его звали Луис. Луис оказался удивительно гостеприимным человеком и предложил остаться у него, а уже на следующий день он превратился в настоящего гида, показал нам свой город и отвез на экскурсию по окрестностям. Иногда именно такие неожиданные встречи делают путешествие особенным. Зашли в магазин, местные продукты, сыр домашний, яйца, а вот это яйца муравья. При похмелье нужно употреблять. А затем мы отправились в парк, в самом центре города. Там нас ждал настоящий сюрприз – каскад живописных водопадов. Это дом Аделы Солис. Она мастерица по изготовлению гуачочи. Фрида. Вот девушка, которая все это делает, здесь красоту. Как это все? Как красиво. Ясно. Пошли туда. Сейчас будем пробовать напиток. Ну, в таких нужно натуральных кружечках. Мы пробуем этот напиток местных. Сейчас. Более газированный. Интересно. Как квас. Вкусненький. Ингредиенты. Es maíz, maíz amarillo y se le echa tantita azúcar y piloncillo. Sí, para que sepa dulce. Ага. Получается, что там находится кукуруза, сахар и еще какие-то ну как дрожжи, наверное, да, пенициллин какой-то, да. Угу. Класс. Недалеко от этого городка находится место, которое мы давно хотели увидеть. Это был грандиозный каньон Синфароса, известный как Королева каньонов. Его масштабы поражают. Протяженность более 120 километров и глубина доходит почти до 1800 метров. С обзорной площадки открывается головокружительный вид на скалистые уступы, зеленые долины и крошечные деревни Тараумара, коренного народа, который по-прежнему живет в этих горах. Особенно впечатляет ля Синфароса на рассвете и закате, когда скалы окрашиваются в красные и золотые оттенки, а свет словно оживляет всю панораму. Здесь же начинаются пешие тропы, ведущие вниз к реке и к удаленным деревням, где время будто остановилось. Это место оставляет ощущение величия и тишины. Стоя на краю смотровой площадки, понимаешь, насколько огромен мир вокруг и как мало нужно человеку, чтобы почувствовать счастье. Просто быть частью этой красоты.
После Гуачочи мы направились дальше на север, к Медному каньону. Это место нам порекомендовал Уда, хозяин небольшого немецкого кемпинга. Он с такой теплотой говорил о здешних краях, что мы просто не могли проехать мимо. А чем дальше мы ехали, тем больше Мексика раскрывалась для нас с неожиданной стороны. Вместо привычных образов зной пустыни огромные кактусы, перед глазами раскинулись бесконечные горы, покрытые лесами. Долины сменялись глубокими каньонами, и казалось, что эта земля почти не тронута человеком. Только крошечные деревушки индейцев, притаившиеся в долинах, напоминали, что здесь все-таки есть жизнь. В одной из таких деревень мы остановились ненадолго, купить воды и немного фруктов. Местные встретили нас с улыбками, дети с любопытством заглядывали в окна машины, а старики, сидя в тени, словно неспешно наблюдали за течением времени. Все это придавало путешествию особую атмосферу, будто мы оказались в месте, где время течет по своим законам. Для нас это было настоящим открытием. До этого мы представляли себе Мексику совсем другой, пустынной и жаркой. А здесь все оказалось наоборот. Прохлада гор, зелень лесов и ощущение, что ты попал в совершенно иную страну. После этого общения с местными мы решили остаться у них в деревне и заночевать на краю каньона. И вот мы добрались до одной из главных достопримечательностей севера Мексики – Медного каньона. Это не один каньон, как может показаться, а целая система из 6 ущелий. По своим размерам он даже больше и глубже, чем знаменитый Гранд-каньон в США. Здесь высота скал достигает почти 2000 метров, а пейзажи захватывают дух – от густых хвойных лесов наверху до тропических зарослей внизу. Но Медный каньон известен не только своей красотой. Именно здесь живет народ Тарахумара, легендарные бегуны, которые способны преодолевать огромные расстояния по горам практически без отдыха. А прямо через эти ущелья проходит еще одна мексиканская легенда – поезд Чепа-экспресс. Это единственная пассажирская железная дорога, соединяющая материк с Тихим океаном. Ее строительство длилось больше 60 лет, и сегодня поезд делает путь почти в 650 километров. Поезд медленно огибает скалы, проходит по 37 мостам и 86 тоннелям. А виды из окон открываются такие, что захватывает дух. Недаром Чепа-экспресс называют одним из самых живописных железнодорожных маршрутов в мире. Для туристов поезд – это не просто транспорт, а настоящее путешествие. Панорамные окна, ресторан с местной кухней, смотровые площадки и возможность увидеть Медный каньон с самых необычных ракурсов. Стоять на платформе и наблюдать, как этот легендарный состав уходит вдаль, среди каньонов – это особое ощущение, будто ты оказался в мексиканском вестерне, только по-настоящему. А дальше мы отправились в новое место, которое нам посоветовал Уда. По пути нас ждал удивительный сюрприз. Прямо среди мексиканских гор мы наткнулись на березовую рощу. Мы и представить не могли, что в Мексике можно увидеть пейзаж, больше похожий на наши северные широты. И вот мы добрались до самой северной точки нашего путешествия по Мексике. Отсюда до границы США всего около 200 километров. Наш путь привел нас в место с труднопроизносимым названием Каскада де Басасешек. Переодевшись в удобную одежду, мы отправились в трекинг к этому водопаду. И уже вскоре дорога привела нас к грандиозному зрелищу. Водопад
Басса-Сешек – это вторая по высоте водопадная стена в Мексике, почти 246 метров падения воды вниз с отвесной скалы. Он расположен в самом сердце Сьерра-Мадре, среди сосновых и дубовых лесов. Пейзаж здесь удивительный: каньоны, горные хребты и бескрайняя зелень, которая будто скрывает водопад до последнего. Особенно впечатляет это место в сезон дождей, когда поток становится мощным и гул воды слышен задолго до того, как сам водопад покажется глазам. Ну и в сухое время года здесь царит особая магия. Даже тонкая струя воды, срывающаяся в пропасть, подчеркивает масштаб и величие скалы. С этим местом связаны и легенды индейцев. Одна из них рассказывает о девушке, которая бросилась со скалы из-за несчастной любви, и ее дух до сих пор живет в потоках воды. Когда стоишь на смотровой площадке и смотришь, как вода падает в бездну, то ощущаешь себя частью природы, хранящей древние истории. Мы успели вернуться домой до грозы. Подъем был довольно-таки крутой, но мы поднажали и уже здесь. Да, уезжаем. Ночевали тоже здесь, на этой площадке. Нас оставили, и мы тут были одни. Вовремя. Вот такое получилось наше путешествие по северу Мексики. Если было интересно, жмите лайк, подписывайтесь и ждите новых приключений уже совсем скоро. До встречи!